обмен территориями и вывод российских войск из двух областей, на что согласен Зеленский и Путин, и что стало камнем преткновения. Вашингтон требует оставить Донбасс России так или иначе, как американцы гонят в спину Зеленского. Резонансные заявления. Языковой скандал. Девочка без подарка от святого Николая из-за русского языка. Официальное заявление львовской власти. Протесты матерей военных. Одесса, Днепр, Харьков, Киев и Николаев могут выйти на улицы. В столице заявляют о вмешательстве России. Что происходит? Москва объявила в розыск Порошенко и Залужного. Кого еще собираются арестовать и есть ли в списке Зеленский? Узбекистан воюет за земли. Жителей Курской области обвинили в бездеятельности при наступлении ВСУ. Депортация в Казахстан из-за слов о Путине. А еще новая теория. Как женщинам и мужчинам понять, что они не ошиблись в своем партнере. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, друзья, как и всегда. Прямо сейчас нажмите, если не тяжело, лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. А был ли мальчик? Новый скандал в украинских соцсетях из-за русского языка. Власти отрицают инцидент. Итак, причиной бурного обсуждения стал единственный скрин некой девушки в соцсетях, в котором говорилось о том, что в одном из детских садов Львова маленькой воспитаннице не дали подарок на День Святого Николая. Напомню, что в Украине празднуют этот день 6 декабря. А причина – Святой Николай не дарит подарки детям, которые говорят на русском, или же тем, у кого московские рты. Следует из скрина, опубликованного в сети. Сейчас страницы, на которой был выложен этот пост, да и самого поста уже не существует, а во Львове уверяют, проведена проверка, таких инцидентов не было. Информацию назвали фейком и, далее цитата, типичной российской тактикой. Такие фейки – типичная российская тактика. Рассорить людей между собой, посеять недоверие и обиды там, где их нет. Во львовских детских садах все дети равны. Наши образовательные учреждения – пространство безопасности и поддержки. Ребенок не может и не должен отвечать за взгляды и поступки своих взрослых. Распространяйте только проверенную информацию. Операция ВСУ завершена отступлением. Речь о событиях в Курской области. В Киеве заявляют, отвести войска пришлось из-за технологий, которые Россия позаимствовала у Украины. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Вениславский. Он говорит, что ВС РФ переняли украинские инновации и развернули, в частности, массовое производство оптоволоконных дронов. Вениславский уточняет, что с помощью беспилотников на оптоволокне российские подразделения видели все логистические маршруты украинских военных и смогли эти маршруты разорвать. Они очень быстро учатся. Они перехватывают наши инновационные идеи и сразу их масштабируют и воплощают. И нас донимают. Оптоволоконные дроны, которые мы фактически внедрили, благодаря тому, что они очень быстро это масштабировали, они смогли парализовать нашу логистику в Курской области. Тем временем жители Курской области должны были сами защищать свое жилье от боевых действий. Такое заявление прозвучало накануне в центре Курска, где прошел митинг жителей, у которых было повреждено имущество во время горячих событий в области. Россияне требовали, чтобы власти возобновили компенсации 65 тысяч рублей в месяц за разрушенные дома и квартиры. Ранее губернатор Курской области сообщил, что выплат после Нового года не будет, так как средства направят на другие меры поддержки для восстановления и развития. Поговорить с возмущенными гражданами вышла главная советница губернатора Виктория Пенькова. Она проблему не решила, но успела заявить, что во время обстрелов жителям пограничных районов, а именно мужчинам, нужно было не бежать от ВСУ, а защищать свои дома. Вы сказали, скажите, а каким образом мы должны были защищаться? Вот тогда повторите, пожалуйста, на телефон мне, я запишу. Мужчины должны защищать свои дома. А почему? Не дают высказаться. В Украине обсуждают абсолютно интересную ситуацию. Бизнесмена Коломойского, который раньше был соратником Зеленского, а сейчас находится в СИЗО и обещал накануне сделать громкое заявление, вероятно, о деле Тимура Миндича и коррупции в окружении президента Зеленского, не доставили в суд из-за поломки транспорта. А именно в суде он собирался сделать заявление и ранее призвал журналистов приехать на заседание. Те приехали, а он нет. Защита считает, что недопуск Коломойского в суд был предсказуем. Адвокаты говорят, что с транспортом вообще проблема, потому что Коломойского не могут привести в суд вот уже 4-ю неделю подряд. Заседание суда по делу Коломойского о нанесении ущерба Приватбанку и Укрнафте перенесли на 11 декабря. Это не впервые ломается транспортное средство. Было минирование суда. Это уже 4-ю неделю, как Игорь Валерьевич не может попасть в суд. Мною было сделано заявление, что Игорь Валерьевич желает пообщаться с журналистами.
Сделали все, чтобы его сегодня не доставили на судебное заседание. Напомню, в ноябре, во время разгара коррупционного скандала, связанного с отмывом $100 миллионов в энергосекторе, Коломойский называл Миндича стрелочником, который не тянет на главу мафии, и что над Миндичем были другие люди, которые управляли процессом. США гонят в спину Зеленского и принуждают к капитуляции. Именно так Киев называет сдачу Донбасса России и вывод оттуда ВСУ. Территория – самая проблемная тема на переговорах по Украине. Об этом массово пишет западная пресса. Территория – самая проблемная тема. Путин не хочет заключать соглашение без территорий. Поэтому ищут любые варианты, чтобы Украина уступила территории, сказал источник на условиях анонимности. Американцы давят «быстрее, быстрее, быстрее», добавил он, подчеркнув, что Украина не может соглашаться на все без проработки деталей. Вашингтон требует оставить Донбасс России, так или иначе. Об этом уже говорится в материале «Политико». Авторы уточняют, что мирные переговоры споткнулись об одну главную проблему. Далее цитата. «Как заставить Украину отказаться от того, что Кремль не смог захватить во время войны? Всей территории Донецкой области». Конец цитаты. В вопросе территории американцы действуют просто. Россия требует, чтобы Украина отказалась от территорий, а американцы думают, как этого добиться, сообщил политика на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров. Американцы настаивают, что Украина должна уйти из Донбасса так или иначе, добавил он. Издание напоминает слова Зеленского, который говорил, что России потребуется около 4 лет, чтобы полностью взять под свой контроль Донбасс. А также пишет, что Киев продолжает настаивать на заморозке войны по нынешней линии фронта. Западная пресса также считает, что США продолжают подталкивать Украину к скорейшему согласию на сделку, а Трамп вновь демонстрирует заметное раздражение позиции Киева. Это, в частности, отсылка ко вчерашнему заявлению американского президента, который говорил, что Зеленский не ознакомлен с мирным планом. Зеленский после этих слов Трамп дал интервью Bloomberg, в котором заявил, что отдельные элементы американского плана требуют дальнейшего обсуждения по ряду чувствительных вопросов, включая гарантии безопасности и территории. Тогда же подтвердил, между США, Россией и Украиной нет единого взгляда на Донбасс. К тому же Украина хочет гарантий по принципу 5 статьи НАТО. Президент Украины, который сообщил, что готов прилететь в Вашингтон для переговоров с Трампом, вновь подтвердил позицию Киева о том, что гарантии безопасности должны работать по принципу механизма коллективной обороны НАТО, известного как статья 5. Однако, по его словам, он хочет понимать, что именно готовы предложить западные союзники, поскольку переговорщики работают над отдельным соглашением по этим гарантиям. Не нравятся отдельные пункты плана США и Мерцу. Об этом он заявил в Лондоне, где накануне провел встречу со Стармером, Зеленским и Макроном. Диалог был непродолжительным. На Даунинг-стрит обсуждался вопрос дипломатии между Европой, Украиной и США, гарантии безопасности от ЕС, а также вопросы восстановления Украины. Все мы знаем, что судьба этой страны – это судьба Европы. Именно поэтому мы здесь, пытаемся понять, что мы можем сделать. Никто не должен сомневаться в нашей поддержке Украины. За этим мы твердо стоим. Исход остается открытым. Я скептически отношусь к некоторым деталям, которые мы видим в документах, поступающих с американской стороны, но мы хотим об этом говорить. Зеленский уже прибыл из Лондона в Брюссель, встречается с Рюте, Антонио Коштой и Урсулой фон дер Ляйен. По пути в Бельгию он дал интервью и заявил: «Не согласен, Украина не намерена отдавать территории, поэтому по этим вопросам компромисса между сторонами нет». Зеленский уверяет, что мирный план сокращен до 20 пунктов и в нем уже нет антиукраинских пунктов. Зеленский также заявляет, что не имеет права отдать приказ по выводу ВСУ из Донбасса, так как это противоречит Конституции и законам Украины. Кроме того, прозвучало и внезапное признание: Путину и ему предложили обмен территориями, и не только. Зеленский говорит, что существует предложение: Путин отдает Запорожскую АЭС и выводит войска из 2 областей. Речь о небольших участках в Сумской и Харьковской областях, но взамен получает территории Донецкой области, которые сейчас контролирует Украина. Есть территории, которые Россия уже не может удерживать. Небольшие участки на Харьковском и Сумском направлениях. Это сложный вопрос. Если остановиться на линии фронта, что делать с этими территориями? Самое сложное – Россия пытается забрать часть Донецкой области и давит на нас разными инструментами – военными, информационными и дипломатическими. В Кремле же заявили, что внимательно следят за переговорами Украины и США и что в целом переговорный процесс любит тишину. Однако Москва ждет ответов, каких результатов достигли Киев и Вашингтон. Очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично, это не конструктивно, и главное, что это не дает добиться результатов.
Поэтому рассчитываем такую информацию получить, тогда будет понятно. В то же время посол США в НАТО Уитакер, который на днях говорил, что мы близки к миру, накануне заявил, что Трамп будет давить на Путина и Зеленского, но если поймет, что результата нет, США выйдут из переговорного процесса. Президент Трамп будет оказывать давление как на Россию, так и на Украину, чтобы они продолжали дорабатывать эту сделку. Я настроен оптимистично, и Трамп-младший прав. Может наступить момент, если президент Трамп решит, что договориться невозможно, он выйдет из процесса. Он любит использовать стратегическую неопределенность там, где это необходимо, и он ожидает прогресса. Эта война должна закончиться, убийства должны прекратиться. Друзья, что думаете о том, что упомянул в интервью Зеленский? Обмен ЗАЭС и территории Сумской и Харьковской областей на данном этапе на территории Донецкой и Луганской областей. Напомню, что он не сказал, что это его предложение, он сказал, что существует предложение. И добавил, что без Украины ЗАЭС работать не будет. Напишите, пожалуйста, что думаете об этом варианте. И пока вы это делаете, вновь говорю вам всем спасибо за ваш труд, за ваши лайки, комментарии, репосты и ваше время, которое вы находите на «Время Прядко». А я продолжаю. Россия объявила в розыск Порошенко и Залужного, а также хочет отправить за решетку Ермака, Умерова, Шмыгаля и других. И судить перечисленных лиц собирается также в России. Накануне Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении высшего политического руководства Украины. В списке фигурантов дела 41 человек. В частности, бывший президент Украины Порошенко, экс-главком ВСУ Залужный и действующий Сырский, а также многие из окружения Зеленского, бывшие руководители офиса президента Ермак и Богдан, секретарь СНБО Умеров, но самого Зеленского в списке нет. Всех этих людей считают виновными в геноциде жителей Луганской и Донецкой областей, говорится на сайте прокуратуры. Все фигуранты, заявляют в России, объявлены в международный розыск. При этом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Напомню, что у Украины и у Международного уголовного суда есть свой подобный список подозреваемых, в котором записаны представители военно-политического руководства России. Это и Путин, и Шойгу, и Герасимов, а также другие, которых Киев обвиняет в военных преступлениях против украинцев, заявляя, что такие преступления не имеют срока давности. Протесты женщин и матерей военных, пленных и пропавших без вести могут захлестнуть юго-восток Украины. Акции в Одессе, Днепре, Харькове, Николаеве и Киеве могут пройти в ближайшее время. Об этом пишет украинский уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубенец. И сразу же заявляет, за мирными протестами будут стоять российские спецслужбы. Лубенец обвиняет Москву в подготовке провокаций. В своем телеграме он пишет, что РФ уже готовит серию таких акций и будет использовать для этого, далее цитата, человеческую боль и уязвимость, на материальной основе планирует привлекать преимущественно женщин, в том числе матерей наших военнослужащих, пленных и или пропавших без вести. Конец цитаты. Противник рассчитывает, что именно это создаст необходимый эмоциональный фон, обеспечит медийность и спровоцирует общественный резонанс. По замыслу России, эти мероприятия должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство, особенно на фоне активных консультаций Украины и США по условиям прекращения войны. Отмечу при этом, что ни Служба безопасности Украины, ни Главное управление разведки Минобороны Украины, ни СВР не публиковало предупреждение о подобных акциях протеста. Россия пока не комментировала эту информацию. Напомню, в 2024 году украинская разведка сообщала о планах спецслужб РФ организовать Майдан-3 в Украине. Узбекистан борется за территории, о собственной войне за земли и операции спецслужб пишут местные СМИ. Сразу в нескольких регионах страны спецслужбы пресекли незаконную распродажу государственных земель. В Ташкентской области был задержан юрист, который предлагал клиенту приобрести земельный участок площадью 90 соток за $250 тысяч. Обвиняемый обещал через свои связи в кадастровых органах добиться разрешения на строительство коттеджей на этой территории. В Кашкадарьинской области за попытку продать земли поплатился сотрудник газовой службы. Мужчину задержали при получении так называемого вознаграждения $20 тысяч за содействие в незаконной продаже территории из Госрезервфонда. Общая стоимость сделки оценивалась в $40 тысяч. Казахстанца оштрафовали за дискредитацию армии РФ и депортировали на родину. В Санкт-Петербурге суд вынес приговор гражданину Казахстана Нурлану Акинджанову, который ранее взорвал интернет своим поступком. Он ворвался в прямой эфир одной из радиостанций города. Тогда он забрал у ведущего микрофон и, в частности, заявил, что против политики Путина, а Украина – братская страна. Акинджанова судили, оштрафовали на 30 тысяч рублей и депортировали в Казахстан.
И напоследок о новом тренде в отношениях. Теория птицы или простой тест на прочность отношений. Сейчас в соцсетях вирусится ролик про некую теорию птицы. Пользователи предлагают как бы невзначай поинтересоваться у своей второй половинки, а как тебе эта птичка в окне? Или просто рассказать любимому человеку о том, что вы видели на улице птицу, так и сказав: «Я сегодня видел или видела птицу». Если партнер не пропустит эту информацию мимо ушей, значит отношения в паре здоровые. Если проигнорирует, есть вопросы, пара может распасться. Теория не нова, пишет Guardian. Еще в конце 80-х годов прошлого века ее разработали американские психологи. Они 6 лет наблюдали за поведением молодоженов. Исследование показало: крепче те пары, которые слушают друг друга и отвлекаются даже на такие мелочи, как «Эй, посмотри, какая красивая птичка». Идея в том, что мы хотим, чтобы партнер помог нам усилить позитивные чувства, говорит Джоанна Давила, профессор психологии Стонибрукского университета. Исследования показывают, что когда люди делают это, а партнер отвечает с энтузиазмом, вероятность здоровых отношений выше. А насколько вы внимательны к своим партнерам, важно ли это в отношениях? Знаю, что среди зрителей много людей с богатым жизненным опытом. Поделитесь, пожалуйста, своей точкой зрения, друзья. Ну и всем вам говорю спасибо за просмотр. Хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской, комментарием. До встречи уже завтра.